Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. От чего же вы откажетесь? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. Итак, в каких же энергиях вы сейчас пребываете? Ну, это трэш просто. Ну, вы посмотрите, все, просто человек убит наповал, да? Это какие-то, я не знаю, прям, боже, ну, одна лучше другой карты. Ребят, ну что же с вами творится? Я в шоке по колено просто. Смотрите, энергетика убитости, разбитости, энергетика одиночества, вообще какое-то такое, знаете, упадническо-похоронное настроение. Полно страхов, полно недоверия, комплексов. Ну, посмотрите, ну, просто одна хуже другой карта. Это ситуация, когда вам безумно плохо именно из-за любви, да, вот пятерка кубков, именно вот эмоции, именно проблема эмоционального характера. И, скорее всего, давайте вот уточним. Ну, конечно же, это проблема с женщиной. Оттого вам так и плохо. Причем женщина, которую вы любили, это был, ну, вот свет в окне ваш. Сейчас вот, ну, вот если коротко, жизнь потеряла смысл. Вот потеряла просто смысл. Хотя вокруг вас есть женщины, вы нравитесь женщинам. Вы можете начать абсолютно новую жизнь. У вас, кстати, вот то, что я вижу, в вашем окружении есть какая-то потрясающая дама. Просто красотка. Сейчас включайте все память свою, сопоставляйте. Ну, женщина, ну, я бы сказала, наверное, ну, невероятной красоты есть в вашем окружении. Вспоминайте, думайте. Скорее всего, она блондинка будет, ну, светловолосая проигрываться. Она активная, она такая себе на уме, она очень уверенная в себе, она может так жестковато общаться, она может быть колкой на язык. Ну, такая вот дамочка с большой буквы, вы знаете, вот, ну, такая звезда прям. Так. Смотрите, вот настолько, вот у меня такое ощущение, что вы вообще себя как бы сознательно от женщин, от отношений сейчас как бы ограждаете. Вот вы не хотите то ли вступать вообще в новые отношения. Да, вы хотеть, может быть, и хотите. Но я не вижу, вот вам настолько морально, вот душа болит, а сердце плачет, вам настолько морально тяжело, что вам сейчас не до новых романов. Хотя у вас есть женщины в окружении, у вас есть варианты. Вам, знаете, вот почему-то мне идет такая информация, что вам иногда достаточно, ну, как бы по щелчку пальцев, да, вам только подмигни, и женщины будут у ваших ног. Ну, нравитесь вы. Вы, кстати, вы можете этого не очень замечать, потому что у вас упадническое настроение сейчас. Вот вообще, вот как здесь на карте нарисовано, да, как будто вот вы связаны по рукам и ногам, ничего не хочу, ничего не буду, мне никто не нужен. Вот настолько вот плохо, когда душа кровоточит, это очень такое состояние, когда реально, ну, вообще ничего не надо. У некоторых из вас может проигрываться, что вы были в таком состоянии, да, потому что это общий расклад, что вы были, допустим, недавно, но вы уже начинаете выходить из этого состояния. Некоторые из вас еще в нем пребывают, да, всегда помним, что это общий расклад, он не может абсолютно одинаково со всеми резонировать. Так, что же будет дальше? От чего же вам придется отказываться? Вот вы будете еще, вот я вам скажу, какой-то период вы еще будете, ну, холостяковать, что ли, да? Вот будете холостяковать, хотя в вашей жизни, вот нравится вам, не нравится, вот вы все равно откажетесь, вот где собака зарыта, да? Вот вы откажетесь от своей прежней жизни.
Вот ваша новая женщина, которая появится, это будет такой сюрприз, подарок судьбы. Это будет невероятный такой вот, знаете, виток вашей жизни. Она настолько неожиданно ворвется в вашу жизнь, она вот именно поможет вам избавиться от вот этого состояния тотальной грусти, одиночества, от вот этих вот мыслей. Женщина, скорее всего, будет светловолосая, переполненная любовью. Вот именно, знаете, такие женщины умеют делиться своей любовью. Они настолько вот как-то тепло относятся к окружающим, они умеют подобрать всегда нужное слово. Такие женщины умеют утешить, такие женщины умеют подставить свое хрупкое плечо. Такие женщины могут обустроить свое семейное гнездышко. То есть она вот, вот эти вот в ее качествах, да, вот женских, здесь, наверное, ну я даже не придумаю, вот какое можно найти, вот глядя на нее, да, вот то, что мне идет информация, я даже не знаю, вот, что можно негативного найти. Вот она настолько такой светлый, такой теплый, романтичный человечек, такой добрячок. Она в чем-то даже ребенка вот напоминает. У нее есть такие вот в чем-то даже наивные мысли, отношение к некоторым жизненным моментам, немного наивное такое. Она вот появится в вашей жизни очень и очень резко, очень неожиданно. Вы даже, знаете, вот как будто опешите поначалу. Так. Причем я вам скажу, вот она вам будет напоминать, опять же, либо же вашу женщину из прошлого, вот кого-то она будет напоминать, ну, может быть, даже бывшую в чем-то, либо же не именно вот бывшую, с которой вы недавно вот разошлись, а может быть, у вас был роман с кем-то, ну, в прошлом, да, либо же это, ну, какая-то, я не знаю, если тем более у вас несколько жен, может быть, было, на одну из жен, может быть, похоже. Ну, то есть этот образ вот этой женщины, он очень похож на даму из вашего прошлого. Вы знаете, вот вы когда увидите ее, немного опешите. Вот она настолько будет на какую-то из ваших женщин, ну, напоминать вам будет ее. Вы немного даже опешите. Вот настолько будет что-то либо в образе, да, либо вот, может быть, прическа. Ну, то есть все что угодно может быть. Манера общения. Именно вот как будто возврат в прошлое. Но я вам скажу, это вас не напугает абсолютно, потому что она вам именно вот понравится своей какой-то душевностью. Понравится именно подходом. Вот она не будет за вами бегать, она не будет в наглую как-то лезть, да, вот. Насколько я знаю, вообще мужчины не любят женщин, которые в наглую навязываются, которые названивают по 100 раз в день, и утром, и вечером, и ночью. Это будет, она вот неожиданно появится в вашей жизни, но она будет осторожно входить в эти отношения с вами. Она будет настолько осторожно к вам этот ключик искать, потому что вот вы ей понравитесь. Вы ей тоже очень понравитесь, но чуть ли не с первого взгляда. И она прекрасно увидит, что вы не в том состоянии, чтобы с вами крутить романы. Вот она увидит вашу какую-то и резкость, и вашу грусть, и вашу пока не готовность к отношениям, да, потому что это может даже в общении, вот, когда люди общаются, может проигрываться, что человек проговаривает, да, вот, просто, казалось бы, в дружеском общении. Это все улавливается, это видно, да, и что вы думаете по поводу бывшей, и что вы думаете вообще по поводу отношений каких-либо с женщинами. И вот она очень осторожно, такой, знаете, украдкой, она будет вас выводить из вот этого состояния грусти, из вот этой вашей такой депрессии, что ли. Она будет ненавязчиво присутствовать в вашей жизни. Далее смотрим, что же будет дальше и вообще к чему это приведет. Так. Да, вот хаос в душе, абсолютный хаос в душе у вас. Вот она, знаете, вот она своей любовью, именно своей вот любовью, сначала это влюбленность будет, да,
но приведет вас к любви. Это будет взаимная любовь. Она настолько осторожно приведет к любви, что вы сами вот как будто в определенный момент вот вы прозреете, что вот именно вот эта женщина, да, она настолько вот вам покажет, что может быть все иначе, что женщины все разные, потому что у вас вот это вот убитое состояние, которое вышло у нас в начале, карты одна хуже другой. Убитое состояние ваше, она будет как будто, знаете, вот, ну, сглаживать, что ли. Она постепенно будет, потому что в одночасье, ну, не выведет человека из такого состояния. Она настолько вот умный, мудрый человек, она подберет тот ключик, чтобы знать и когда что вам сказать, да. И так, опять же, это ненавязчиво. Может быть, пригласить куда-то. И опять же это будет такое предложение, что вы сами будете хотеть там сходить, либо же вы предложите, да. То есть это будет очень осторожные такие шаги, которые приведут вас к любви. Она все-таки дождется, когда у вас этот хаос и смятение в душе пройдет. Она вот все-таки дождется этого. Поэтому, знаете, вот такие люди, они попадаются очень и очень редко, их нужно ценить и дорожить. Вот когда вы встречаете человека, да, вот она и красотка, она очень такой мирный, она абсолютно не конфликтный человек. Она настолько вот классная во всех отношениях, что я даже не знаю, у меня слов нет, чтобы описать полностью этого человечка. Вы откажетесь, знаете, вот опять же, еще может проигрываться, что вы откажетесь некоторые даже от своих вредных привычек, вот у кого было, да, может быть, какие-то, пусть небольшие, но были вот вредные привычки. Она вас, кстати, дисциплинирует даже в чем-то. Вот вы откажетесь от своих каких-то даже вот мелких вредных привычек. Помимо того, что вы откажетесь вообще от своего прошлого, но откажетесь в каком смысле? Что вы перечеркнете, вы закроете эту страницу. Вы откажетесь от всяких каких-то мыслей о возврате бывшей. Вы окончательно от этого откажетесь с помощью вот именно вот этой женщины. Если, допустим, сегодня, на сегодняшний день у кого-то из вас еще есть мысли, а вдруг я помирюсь, а может быть, и так далее, то вот именно после встречи с этой женщиной вы откажетесь от этого. Вы откажетесь и забудете, вот как кошмарный сон, свою бывшую. Вы от вредных привычек откажетесь. То есть это будут такие вот постепенные, но очень кардинальные перемены в вашей жизни. И довольно нечасто встречаются женщины, с которыми реально хочется меняться. А вот с ней вы захотите меняться, да, вот вы начнете отказываться даже от того, что раньше вам, ну, необходимо было, да, те же вредные привычки, какие-то, может быть, я не знаю, там устои ваши, может быть, режим дня какой-то не такой. То есть вы будете вот под ее мягким влиянием меняться, и жизнь ваша будет меняться, но уже в лучшую сторону. Такие люди, они как спасатели. Вот она как будто якорь, да, который вас будет спасать. Поэтому, ребята, настрой на позитив. У кого сейчас вот еще длится такое вот депрессивное состояние, я знаю, у многих из вас оно и сейчас есть. И это, я думаю, даже не зависит, ну, не очень даже зависит от того, как давно вы разошлись. Некоторые давно разошлись, а счастья в личной жизни так и не появилось, да, и такое вот настроение депрессивное, оно и сейчас может присутствовать, либо же, ну, пусть не депрессия, но пусть апатия какая-то. Поэтому такие вот женщины, женщины-спасательницы, они очень необходимы, они далеко не у всех появляются в жизни. Но нужно всегда верить, нужно надеяться, да, потому что все наши мысли материальны. И во что мы верим, то мы и притягиваем. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!